Здравствуйте, друзья! Вот второй раз у меня уже происходит такая беда. Когда оставляю машину долго на улице, и температура движка отпускается до плюс 1 градуса, когда начинаю заводить машину, раздается вой и такое ощущение, что как подшипники еще хрустят. Ну, думаю, долго откладывать в долгий ящик не буду. Думаю, надо посмотреть, что там может происходить. И когда еще рулем прокручивал в этот момент, когда вой шел, то смотрю, звук меняется. Ну, думаю, значит, что-то связано с самим гуром. Вот видите, у нас ремень наезжает на гур. Всего 25%. Вот он начинается отсюда, заезд, и посередине он уже кончается. Слетает как бы с него. Площадь соприкосновения маленькая, а когда на морозе жидкость, масло густеет в гуре, ему труднее становится вращаться. А со временем у нас на шкивах от ремня тоже образуется как бы тонкий такой резиновый слой. Вот, думаю, может, резина по резине вот и хрустит из-за этого, и звук похож как на подшипники. Ну, решил снять ремень, конечно. Ремень снимается легко. Только, вон, видите, натяжник у нас стоит. И болтик торчит. Вот не могли этот болтик чуть-чуть подлиннее сделать, головку, чтобы зацепляться удобно было. У меня вот такой ключ, немножко изогнутый. И, кстати, головка там на 15. Нужно попасть на этот болтик, надеть ключ. Хорошо одевайте ключ, чтобы не соскочил. Вот вроде нормально одел. И чтобы ролик ослабить, нужно ключом тянуть в сторону радиатора. А вот этот ремень, который идет у нас на генератор, вот нижняя его часть, нужно тянуть кверху, чтобы помочь. А то тяжело там в этом натяжном ролике, пружинки-то хорошие, такие крепкие. И потом почувствуете, что вот упор, прямо ключом почувствуете, что вы уперлись. И задержать ключ в этом положении и скинуть ролик. Скинуть ремень с генератора. В общем, снимать хорошо. Вот ставить сложнее. Чтобы поставить ремень обратно, нужно будет одеть его. И, кстати, чтобы вы не забыли, если ремень менять не будете, то нужно поставить либо стрелку, но чтобы стрелка не стерлась, можно, вот видите надписи на ремне. Посмотрите, в какую сторону они написаны. Вот в ту же сторону и ставьте, чтобы ремень был направлен в ту же сторону, в какую и был. Ну вот одевать, говорю, ремень труднее. Нужно его сначала заправить во все шкивы, на все шкивы. Вот. И вот здесь у вас получится хвост от этого ремня. Который, конечно, естественно, если пока вы натяжник не ослабите, он не оденется у вас на генератор. И вот в этот хвост в ремне нужно будет вставить монтажку и упереть монтажку вот в этот болт. Чтобы можно было еще помочь натянуть, потому что таким маленьким ключом вы не справитесь с натяжником. И одновременно натягиваете монтажкой ремень и помогаете ключом тоже в сторону радиатора. И вот если будете таким ключом делать, то вам придется еще перехватку делать. Натянете, здесь монтажкой прижмете и затормозите в этом положении. Потом перекинете ключ, перехватитесь еще на 1 раз. Потом дотянете, опять же почувствуете этот упор. И затормозите ключ в том положении, и потом только тогда оденете вот на генератор ремень. Шкивы свои я почистил, вот поплескал. Как ее?
спрей, очиститель для карбюратора. Намочил их, дал немножко постоять. Потом тряпочкой все протер, чтобы сбить вот этот слой резиновый. Посмотрел, покрутил, смотрю, подшипники все нормальные, нигде никаких люфтов нет. Думаю, вот тогда, наверное, этот скрип все-таки был из-за этого ремня. Резина по резине, получается такой скрип. Ну, вот сейчас поезжу, посмотрю, останется этот вой или пропадет. Ремень, правда, я тоже прямо просто под горячей водой помыл вот эти прорези-то в ремне. Так их. Ну, чтобы там тоже грязи не оставалось. И вот натянул. Теперь буду смотреть. Сейчас тоже опять машину оставлю на морозе. И потом тогда видео доделаю. Скажу, что получилось. Моему ремню с вспомогательных агрегатов сейчас 55 тысяч километров. Но посмотрел, ни порезов, ни трещин, нигде ничего на нем нет. Вроде ремень как ремень, нормальный еще. Ну, может, подвытянулся немножко. Но посмотрел, что натяжника хватает еще. И еще была такая мысль, что вот как бы натяжник постоянно стоит в этом же положении. И как бы, может, присыхает там. Если вот его сейчас я его подергал на этой пружине, может, чего-то там еще и сдвинулось. В смысле, прочистилось. Сейчас вот посмотрел ремень, вот так вот, если по натяжению-то лучше стал натянут. После того, как пошевелил этот натяжитель. Хочу доездить на нем зиму, а там уж как раз к весне, летом уже будет 60 тысяч. Заодно и поменяю его вместе с ремнем ГРМ. Посвистывать-то он у меня еще летом начал. Когда вот выворачиваешь руль до упора, вот тогда начинался свист. Ну а тут прямо вой. Поэтому как-то странно все. Ну что могу сказать за эту неделю? Ни разу ни визга, ни писка, ни воя, ни вот этого хруста подшипников ничего не наблюдал. Сейчас вот вам продемонстрирую, заведу машину. Вот сегодня целый день машина у меня стоит на морозе. Сегодня минус 20 градусов. Сейчас заведем машину и посмотрим. Нет, вот сегодня холоднее, слышите, остался этот звук. Ну, правда, не такой, воя нет уже. Просто все равно что-то еще надо будет искать. Ну вот, машина прогрелась. Вот слышите, все работает как надо. Никаких посторонних звуков. Ну что, пришел к выводу, что нужно пробовать заменить масло. Вот на горячую, слышите, работает все изумительно. Все чики-чики. Купил себе масло Дектрон 6. Буду пробовать. Вот канистра такая. Вот он. ГМ Дектрон 6. Нам рекомендуют 2, 3, но хочу вот этого залить. Синтетика должна быть. Если зависит все от температуры, то уж подумал, думаю, наверное, уж тогда масло. Железо, чего ему от температуры зависит? А масло, может, какое-нибудь залили там, минералки из-под забора. Вот оно теперь, пятая зима вот у меня. Может, оно там и замерзает. Ладно, сейчас вот грею машину, чтобы масло разогрелось, и буду менять. Ну что, заменил я вчера жидкость, вошло 800 грамм. Вот осталось еще. Вот, видно, наверное, почти, ну, поменьше 200 грамм осталось. В общем, литровки хватает. По паспорту написано 1,1 литр.
Так что 300 грамм, ну поменьше 300 все равно там не выкачать осталось. Ну ничего страшного. С утра мороз у нас сегодня был 25 градусов. Завел. Короче, остался доволен как слон. Вчера еще ездил. Машина, руль стал легче. А самое интересное, смотрю, что вроде машина-то порезвее стала. Думаю, дай-ка я посмотрю на компьютер. Посмотрел по компьютеру. У меня есть там такая функция. По процентам можно определять, больше машина стала есть топлива или меньше. Когда исправная, прогретая машина работает на холостом ходу, вот выставляешь в это время 0. И потом от этого 0 как раз и пляшешь. Вот, допустим, если я включу габариты, он у меня будет показывать 2%, что на 2% стало больше есть бензина. Если к ним включаю еще ближний свет фар, то у меня 8%. Если добавляю еще дальний свет фар, 16 получается. Включаешь печку, больше, включаешь, допустим, кондиционер, еще больше, включаешь задние обогреватели, еще больше показывают. В общем, когда я все включал, у меня получалось 44%. И тут вот как раз, когда я ездил на старом масле, вот при включении ближнего света фар и в печке на вторых оборотах у меня показывало 20%. После того, как залил я это масло, то у меня стало показывать, смотрю, 12%. Значит, на 8% идет экономия топлива. Потому что легче стало вращать насосу. И двигателю стало легче дышать, ему проще работать. В общем, сейчас нет ни скрипов, ни свистов, ни воя. Все нормально. Вот особенно, я вот заметил, когда я залил это масло, сначала покрутил рулем, чтобы выдавить воздух, но все равно воздух остается, надо потом уже было запускать двигатель. Вот когда запустил двигатель, и он выгонял вот эти остатки воздуха, вот точно такой же звук был, как вот на старом масле, вот на холодную. Жалею только об одном, что сразу как купил машину, не заменил вот это масло на Dextron 6. Ну, может, тогда, конечно, в те времена его не было. Ну, хотя я вот немножко побаивался, думаю, если там залит у меня Dextron 2, скорее всего, или третий, да вряд ли третий, то, наверное, второй был еще залит. Думаю, при ну, так совместимость, наверное, должна быть, совместимы они. Ну, думаю, не дай бог, что-нибудь начнет пениться или в осадок выпадать. Но нет, вроде сейчас вот все поработало, все и замечательно. Значит, все-таки можно менять, смешивать эти, в смысле, масла, декстроны. Шестерку можно вливать. Вот, посмотрите, сейчас включен ближний свет фар, и вот на второй скорости работает вентилятор отопителя. Вот. До замены жидкости в ГУР у меня показывало 20%. Сейчас вот видите, даже вон еще больше экономия получается. Ну, десятка будем считать для ровного счета, 10% получается экономии. И самое главное, что я вам забыл сказать, это то, что вот я 4 года боролся с вибрацией на руле. После замены масла ГУРа эта вибрация у меня исчезла. Вообще почти на руле нет ее. И хочу сейчас, наверное, все-таки вот эти 300 грамм, которые остались у меня старые в ГУРе, хочу не пожалеть денег, купить еще 1 литр и еще раз поменять, чтобы уж до конца было, чтобы чистое там все масло было.